Друзья, всем привет! В Тбилиси уже пол-третьего. ПСЖ сыграл с Тулузой. Хвича вышел в старте, отыграл 90 минут. Давайте разбираться, что в этом было интересного и почему этот матч был крайне важен для Кварцхелии. Друзья, всем привет! Такой полуночный выпуск. Сегодня решил немного разобрать по горячим следам матч Хвича-Кварцхелии. К сожалению, голов или голевых передач в этом матче не было, поэтому долго говорить не буду. Но давайте все-таки три главных вывода по игре Хвичи в матче чемпионата Франции против Тулузы. Во-первых, Кварас сыграл 90 минут в чемпионате Франции. Если вы пропустили, такого еще не было. В Лиге чемпионов он вышел там в концовочке. В Кубке, да, было 90 минут, но в рамках чемпионата Франции такого еще не было. Впервые до этого он там выходил на замену, его меняли. Но вот 90 минут он еще ни разу не играл. Ну и самое главное, что команда выиграла. Вот давайте все эмоции отбросим. Это вот два сухих факта, с которыми не поспоришь. Ну и команда остается на первом месте. Команда остается единственной в топ-5 чемпионатов европейских, которая еще не проигрывала. Тулуза — это та команда, которая вообще в последний раз Париж во Франции обыгрывала, поэтому здесь исключительно все позитивно. Второй важный момент, то что Луис Энрике все еще ищет идеальную позицию для Хвичи Кварцхелии на поле. Я этот матч смотрел очень внимательно и, знаете, с самого начала было интересно, потому что я увидел, что Хвичи Кварцхелия играет на позиции ложной девятки. Я не знаю, вы наверняка следите за ним больше, чем я, но я вообще не помню, чтобы он когда-то на такой позиции играл. И с самого начала матча мне было тревожно. Первые 20 минут практически он не получал даже мяч. В 24-й минуте заработал штрафной удар, который закончился ничем. Но вот как будто бы он в какой-то момент почувствовал, что нет кислорода. Вот посмотрите эти скриншоты, как плотно действует оборона Тулузы. Где-то, может быть, в каком-то матче на этой позиции было бы хорошо играть, грамотно, полезно для команды. Но здесь, мне кажется, что это был полный бред. Не знаю, зачем Луис Энрике такие эксперименты вообще проводит. Потому что, например, в матче с тем же Лиманом, где, кстати, тоже 90 минут Хвичи отыграл, был Гонсало Рамош с первых минут на поле. И у Хвичи лучшая оценка вообще за время выступления в ПСЖ, даже лучше там, где он отметился голевыми действиями, передачами или голами. 8-1, огромное количество касаний мяча, огромная польза для команды, большое число обострений. А здесь, вы видите, что получилось. Кстати, к цифрам и вообще к перемещениям Хвичи на поле мы сейчас перейдем и сравним его как раз-таки эти данные с другими партнерами или соперниками по команде, потому что, знаете, есть у меня ощущение, что эта борьба между Дуэ, Баркаля и Хвичи, она как будто бы возникает. Не знаю, к чему она в итоге приведет, может быть, Луис Энрике умело это разрулит, но вот есть такая конкуренция, потому что все-таки есть ощущение, что все эти игроки на поле одновременно находиться не будут, учитывая, что есть еще Дембеле, есть Ликан, есть Гонсало Рамош. Скорее всего, кто-то из этой троицы будет точно на лавке. И вот в Лиге чемпионов пока это Хвичи. Хотя вот повторюсь, что сегодня он 90 минут сыграл. Давайте вернемся к игре. На 30-й минуте у Хвичи был первый момент, не назвал бы его голевым, но тем не менее удар поворотом состоялся. На 35-й минуте Беральдо попал в штангу после передачи Хвичи. Как раз таки этот момент случился после того, как Хвичи начал опускаться, немного открываться, потому что там не было воздуха вообще между линиями. Хвичи старался мячи принимать. И вот, видите, какие-то моменты возникали. Вот представьте, Беральдо бы забил 1-0, Хвичи молодец, красавчик, и нет к нему вопросов. Но Беральдо попал в штангу. На 37-й минуте был момент у Баркаля, проходил он по флангу, пытался переиграть вратаря, и потом с какого-то острейшего угла куда-то долбанул просто в небо. Зачем, Баркаля, ты чё? Там даже Хвича показывал, куда ты бьешь, чувак, вот я стою. И для меня это тоже на повторах особенно очень странно выглядело, почему ты просто не можешь дать пас. Я, кстати, скажу, что в прошлых матчах я такое видел и в исполнении Баркаля, и Дуэ. Отдайте вы мяч, человек стоит, ждет, просит. Вот есть у меня все-таки ощущение, что, не знаю, может быть, это какой-то юношеский максимализм, но вот эти вот молодые французские футболисты вот сами хотят забить. Я не знаю, разбирает ли эти моменты ситуации Луис Энрике, но хотелось бы, чтобы он это делал, потому что это в конечном счете вредит всей команде. И вот здесь, в принципе, вот два мяча могли парижане забивать и уже к концу первого тайма решать все вопросы по победителю в этом матче, но это не случилось. Что было дальше? На 39-й минуте Хвича, кстати, очень хорошо накрыл удар соперника, включился в эпизод, там был свободный удар.
И началась такая резкая контратака, Баркаля сбили. Мне кажется, вполне тоже можно было показывать красную карточку, но судья не стал этого делать, показал желтую. И вот представьте тоже, Хвича бы заработал это удаление фактически, но чем не прекрасный матч. Но, к сожалению, тоже здесь не получилось. В итоге первый тайм закончился со счетом 0-0. Мне было интересно последить за вторым таймом, что вообще Луис Энрике предпримет, как он будет менять тактику, схему, будет ли двигать Хвичу. Но, в общем-то, больших изменений не было. И, знаете, на удивление Тулуза проснулась, и первые 5-7 минут тайма очень она давила, очень много атаковала. И Хвича там на подстраховке не успевал. Опять же, не знаю, насколько у него сейчас идеальная физическая форма. Мне кажется, что как раз-таки с физической формой проблем нету. Сейчас скорее с какой-то ментальной, может быть, потому что было ощущение, что он периодически просто не понимает, где ему находиться на поле. Вроде бы какая-то свобода есть, ну, бежишь направо, там Ликан или Дуэ, слева Баркаля, в него упираешься. И вот Хвич как будто бы сам себя одергивал и такой: мне нужно туда, мне нужно туда. И я видел даже, как он несколько раз оглядывался на скамейку тренерскую, и как будто бы так вот подтверждение Луиса Энрике ждал, что он сейчас находится там, где ему нужно. Все равно душа просит левый фланг, и я надеюсь, что все-таки он придет к этому. Ну, если человек играет там всю карьеру, его лучшие матчи в Наполе, в Лиге Чемпионов, в серии А, где он был лучшим игроком, они были на этой позиции. То есть эти эксперименты, конечно, интересно, но, может быть, они должны быть какие-то разовые. Но играть ложной девяткой, мне кажется, это не для Хвича. И все же давайте про второй тайм. Гол пришел после углового, стандарты вообще очень опасны в исполнении ПСЖ, это было заметно и по матчу с Брестом, и по предыдущим играм. Ну, кстати, в матче с Монако там Хвича поучаствовала в первом голе со стандарта, хотя до мяча и не дотронулся. Ну и здесь тоже в подаче с углового, там удар головой, вратарь с мячом справился, и Фабиан Руйс добил мяч 1-0. И, наверное, вот этот гол, он уже как-то предопределил вообще игру, пошли замены. Наконец-таки вышел Гонсало Рамош, Хвича смог сдвинуться влево, заменили Баркаля, а Дуэ весь матч отыграл. Но вот знаете, с выходом Рамоша у Хвича уже не так было много эпизодов, где он мог себя проявить. И тем не менее даже здесь был отличный момент, когда он отдал на Рамоша, но тот запорол голевой эпизод. И, кстати, Рамош не жадничал. Был момент еще на 90-й минуте, когда Рамош уже выбегал вперед, отдавал на Хвичу, ну безобразный пас отдал, ну прямо в ноги защитнику. Хотел как-то между ног пробросить, в итоге атака совсем захлебнулась. Ну, вот такие сухие итоги. И, знаете, хотелось бы приправить то, что я сказал, еще статистикой. Давайте посмотрим на цифры. Баркаля 50 касаний мяча. Напомню, что его вообще-то заменили в этом матче. Хвича 43 касания мяча, позиции ложной девятки, и Дуэ 89 касаний мяча. У Ли Кан Ина, кстати, 55 касаний, хотя его тоже заменили. То есть вы видите, что даже футболисты, которые весь матч не отыграли, они мяча касались чаще, чем Хвича. Кто-то может обвинить Хвичу, что он должен был больше двигаться, открываться, но я считаю, что это просто не его позиция. Луис Энрике, если ты смотришь это видео, запомни, Хвича играет слева, хватит его ставить куда попало. Ну, можно еще добавить другие показатели. Там, давайте я просто выведу их сейчас на экран. Видите, даже по вот этой карте перемещений у Хвичи все равно этот левый фланг, на котором он сыграл буквально 15-20 минут в матче, он все равно как бы более активно, он там больше времени проводит, что логично, повторюсь, потому что все его лучшие матчи были именно на этой позиции. Но в целом, видите, не самый лучший матч для Кварацхелии. Дуэ как будто бы неплохо игру провел. Тоже и судя по статистике, и по его активности. Но вот, как говорится, что имеем, то имеем. А мне хотелось бы еще вот цифры привести как раз-таки того матча с Лиманом. Здесь очень интересно: 81 касание и 85% точность передач. Вообще самая высокая оценка у Кварацхелии за время выступления в ПСЖ была как раз-таки в матче с Лиманом, где он играл слева, где был Рамош на острие атаки, и как бы совершенно понятная структура атаки. Вот знаете, как Осимхен был, Кварацхелия слева, вот что-то такое было. Не знаю, может быть, кто-то обвинит Хвичу в том, что он должен быть вариативнее, но я думаю, зачем изобретать велосипед и ломать то, что работает. Я надеюсь, что Луис Энрике все-таки к этому придет рано или поздно. Ну и третье, самое главное, на мой взгляд, что хотелось бы сказать, что Энрике доверяет Кварацхелии.
Этот вывод я могу сделать уже совершенно уверенно, потому что, ну смотрите, игра с Брестом. В принципе же, ну мог он его не выпускать вообще? Ну мог, да. Счет хороший, победный состав не меняет, пусть доигрывает вот команда тем составом, который был на поле. Но нет, все-таки выпустил. Сегодня мог он его заменить? Вполне мог. Ну, во-первых, выпустил в старте, дал вот эти 90 минут. Не будем забывать, что все-таки Квара там травмировался, потом был переход. Все равно еще какие-то кондиции ему нужно добирать. И в принципе, если ПСЖ хочет играть в Лиге Чемпионов в финальных стадиях и хочет вообще претендовать на победу, это может быть и хорошо. Он сейчас как раз таки Хвича будет разгоняться, и вот к решающим матчам, условно, там четвертьфинала, полуфинала, как раз таки наберет свой максимум. Поэтому я думаю, что Луис Энрике это тоже держит в голове. Но теперь, конечно же, возникает вопрос, а что будет с Брестом? Ответный матч Лиги Чемпионов, разгромная победа в первой игре. Выпустит ли Энрике в старте Кварацхелию? Я думаю, что нет, но я уверен, знаете, совершенно в том факте, что Хвича сыграет больше, чем в первом матче против Бреста. Может быть тайм, может быть 30 минут. Не знаю, сколько это будет. Наверное, будет зависеть от того, как сложится игра. Но Энрике точно даст ему больше времени. И я думаю, что после этого мы увидим и 90 минут Кварацхелии в Лиге Чемпионов. Но вот нужно ему еще немного адаптироваться. Я думаю, что сегодняшняя игра должна показать Энрике, что не нужно ставить Кварацхелию там, где он не привык играть. На этом сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно послушать мысли об игре Кварацхелии в матче против Тулузы. Делитесь вашим мнением, согласны ли вы с такой оценкой или нет. И, конечно же, ждем ответной игры с Брестом, которая пройдет 19 февраля. Это уже в среду, совсем скоро, в полночь под Тбилиси. Смотрим, поддержим Хвичу Кварацхелию, ставим лайки, конечно же, подписываемся на канал и делимся этим видео с тем, кому оно может быть интересно. До новых встреч!